Is this the title for Federer? Yes. It is! The long wait for his 18th major is over! That one thing is on this patch of red clay and the Andy Murray! Britain's ever produced. He's possibly the greatest sportsman Britain. Приветствую вас на своем канале любителей истории тенниса и ее героев. Сделаю вначале небольшое отступление, теперь изменится формат видео. Они будут короче, но по несколько частей. А теперь перейдем к нашему сегодняшнему спортсмену. Мы начинаем, поехали! И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о величайшем теннисисте всех времен, Роджере Федерере. Детство и отрочество. Утром 8 августа 1981 года у Роберта и Линет Федереров родился мальчик, нарекли его английским именем Роджер. Здесь важно сделать отступление. У французов есть имя, которое тоже пишется Роджер, но произносится Рожа. Почему же родители, проживающие в немецкоязычном регионе Швейцарии, дали сыну английское имя? Существуют подобные немецкие имена Рутгер, Ротгер или Рогер. Думаю, что на этом настояла мама, которая была поклонницей всего английского. Родители называют его Родж, а старшая сестра Роджи. Детство будущего кумира миллионов прошло в Мюнхенштайне, южном пригороде Базеля. Первые свои самостоятельные шаги Родж сделал, как и большинство мальчиков, в 11 месяцев, но в дальнейшем он отличался от других детей гиперреактивностью. Это и видно по его матчам. В 37 лет завоевал 101 титул. С малого возраста он очень любил подвижные игры с мячом. В первой игре, которой его научил папа, стал настольный теннис. Затем Роберт Федерер решил научить сына своей любимой игре – гольфу, и отвел его тренироваться в гольф-клуб. Однако темпераментному мальчонке гольф оказался слишком спокойным, и он недолго осваивал азы этого вида спорта. В бадминтон Родж играл с друзьями по улице, используя вместо сетки ограду. В школе между уроками гонял в баскетбол, по выходным с отцом в сквош, пользуясь деревянными теннисными ракетками. Но главными увлечениями были теннис и футбол. Сами же родители Роберт и Линет Федерере стали играть в теннис за несколько лет до рождения сына в Йоханнесбурге. Для Федереров-старших теннис стал любимым досугом. Они участвовали в клубных и региональных турнирах. Особенно увлеклась теннисом мама Линет и даже стала детским тренером в теннисном клубе Киба Клебек в западном районе Базеля, Альшвиле. Она часто брала сына на корте. В 3,5 года Родж впервые взял ракетку в руки. Некоторое время тренировала его мама. Роджер быстро научился держать мяч в игре и был хорошо координирован. Вскоре после поступления в школу в возрасте 6 лет Федерер стал лучшим в своей возрастной группе и тренировался 3 раза в неделю. Однако со временем Линет посчитала себя недостаточно компетентной, да и справляться на тренировках с сыном ей было сложно. Он постоянно забавлялся тем, что придумывал какие-то невероятные удары, вспоминает Линет. А вот отбивать мячи по-нормальному ему было неинтересно, и это меня нервировало. Поэтому, когда сыну исполнилось 8 лет, мама отвела его к Адольфу Качевским, главному тренеру базельского клуба Old Boys Tennis Club, клуб для перспективных детей. За спиной Качевский был более чем 40-летний опыт тренерской работы, и он сразу же обратил внимание на новичка. Я заметил, что у этого мальчика природный талант.
Он был рожден с ракеткой в руке, рассказывал Качевский. Вначале Роджер тренировался в составе группы, но затем мы начали давать ему частные индивидуальные уроки, которые частично финансировались клубом. Он был способным учеником. Когда мы учили его чему-то новому, то Роджер осваивал это с 3-4 попыток, в то время как другие тратили на это неделю. С детства Федерер был очень эмоционально несдержанным и психически неуравновешенным. Он дурачился, закатывал истерики, швырял ракетку и тому подобное, что бывало его выгоняли с тренировки. Один из тренеров называл его «маленький сатана». На турнирах он вел себя тоже не лучшим образом. Был случай, когда в ожидании окончания матча, после которого Роджеру предстояло играть, он залез на дерево и спрятался в кроне. Его отсутствие заметили и начали беспокоиться. И организаторам турнира, администрации корта, пришлось затратить некоторое время на его поиски. А во время матча он громко критиковал себя, называл дураком и идиотом. Или после неудачно сыгранного мяча начинал рыдать, и судьям на вышке приходилось его утихомиривать или успокаивать. Такое поведение сильно расстраивало его родителей, и они либо отказывались с ним разговаривать, идя домой, либо дома начинали читать нравоучения. Однажды сын посоветовал маме, расстроенной его поведением, для успокоения выпить стакан вина. Вот такая вот сыновья забота. В 9-летнем возрасте ему определили индивидуального тренера Питера Картера, бывшего профессионального игрока ATP, выходца из Австралии. Наилучшая рейтинговая позиция 173. Из-за травм ему пришлось рано закончить карьеру игрока. Продолжая совершенствовать технику, поставленную Качевский, молодой 26-летний специалист стал обучать Роджера тактическим и психологическим аспектам игры, а также английскому языку, на котором они разговаривали во время тренировок и соревнований. Вне корта Питер и Роджер общались на немецком, и здесь уже в качестве ученика был молодой тренер. Спустя 2 недели после его 10-го дня рождения проводился региональный чемпионат в теннисном комплексе, находящегося в пригороде Базеля. Федерер мог играть в группе 10 лет и младше, но в ней было слишком мало участников. Его определили тем, кому 12. В первом круге он играл против Рета Шмидли, старшего на 2 года и 8 месяцев. И такая существенная разница в возрасте повлияла на ход матча. Роджер не взял ни одного гейма. После такого фиаско у Роджера катились слезы. Что касается его обидчика, то он профессиональную карьеру теннисиста не выбрал. Служил в полиции Базеля. «Я помню, что выиграл у него со счетом 6-0, 6-0», рассказал он. «Но я и понятия не имел, что был единственным, которому это удалось». В январе 1992 года Роджер выигрывает по своему возрасту турнир International Old Boys Cup, который впервые провел его родной клуб. На следующий год он выигрывает зимний чемпионат Швейцарии по своему возрасту в Люцерне. В финале победил Марко Кьюдинелли, а через 6 месяцев и летний чемпионат в Беллинцоне. В финале обыграл Дэнни Шнайдера. После чего последовал турнир во Франции, где Федерер проиграл тому же Дэнни Шнайдеру. После чего он разочаровался в своем бэкхенде и решил осваивать удар слева 2 руками. Картеру, который придерживался традиционной техники выполнения бэкхенда, пришлось переубеждать своего подопечного продолжать совершенствовать именно одноручный бэкхенд в качестве мотивации, ставя в пример его кумиров, немца Бориса Беккера и шведа Стефана Эдберга. В октябре, после того, как Роджер стал финалистом национального чемпионата Швейцарии среди 12-летних, в швейцарском теннисном журнале Smash впервые была опубликована небольшая статья о 11-летнем Федерере. В финале он проиграл на год старшему Джуну Като. С 11 до 13 лет Федерер проводил с Картером больше времени, чем в кругу семьи, тренируясь ежедневно по несколько часов. Особое внимание тренера было уделено тому, чтобы ученик научился контролировать свои эмоции и не тратить энергию впустую, и это потихоньку принесло свои плоды.
Будучи заядлым футболистом, ему приходилось из-за напряженного теннисного графика пропускать тренировки и воскресные футбольные матчи своей команды «Конкордия». Играл на позиции нападающего, что Роджера удручало. Но именно в это время он решает стать профессиональным теннисистом. В профессиональном теннисе Федерер знал не понаслышке. В их городе и поныне проводится мужской профессиональный турнир Давидов Swiss Endurance, на который он неоднократно привлекался в качестве болбоя. В административных помещениях и кафе теннисного комплекса Сант-Якобс имелась возможность находиться в обстановке общения и поведения профессионалов вне корта, немного окунуться в атмосферу их жизни. 12-летний Федерер решает прекратить тренировки по футболу и сконцентрироваться исключительно на теннисе, даже в ущерб занятиям в школе, которые он посещал без особого желания. Родители также были за теннис, особенно мама хотела видеть сына именно теннисистом. Скорее всего, их мнение помогло принять окончательное решение. Лично я убежден, что если бы он выбрал футбол, то вошел бы в сборную Швейцарии, вспоминал Качевский. Я видел его лишь дважды, но он в этих двух матчах забил 3 гола. В одном из них он получил мяч на своей половине, ввел его 60 метров и забил гол. У него был талант. 94 год запомнился Роджеру тем, что он в конце июля впервые принял участие в крупнейшем в мире турнире-конкурсе Les Petites Princesses для детей 13 лет во французском городе Анси. Там он попал в 8 лучших, а выиграл турнир Оливье Рохус. По итогам сезона Национальной ассоциации Swiss Tennis был отмечен именными часами как лучший игрок в возрастной группе 13-14 лет. Эта награда была вручена участникам выставочного матча в Базеле между Мансуром Бахрами и Джимми Коннорсом. В июле 1995 года Федерер выигрывает чемпионат Швейцарии среди 14-летних в одиночном и парном разрядах. Родители были довольны работой Питера Картера, но они узнали, что в швейцарском национальном теннисном центре в Кубленце, что на окраине Лозанны, существует программа «Теннисные этюды», в соответствии с которой отобранным детям предоставляется бесплатное жилье, тренировки и учеба в школе. Учитывая, что теннисное обучение Роджера обходилось Федерером родителям порядка 3000 швейцарских франков в год, то это для семьи со средним достатком, каковыми они были, составляло немалую сумму, поэтому Роберт и Линет советуют сыну туда ехать. Вначале он отказывался. Во-первых, это была франкоговорящая часть страны, а во-вторых, до дома далековато, около 2 часов на поезде. Но в конце концов Роджер согласился и в последнюю неделю августа успешно прошел отбор в академию. Тренировочная группа Федерера состояла из 8 мальчиков и 4 девочек. Среди мальчиков он был самым младшим, поэтому его партнеры по тренировкам были посильнее, чем те, с кем он тренировался раньше, и это его удручало. Я привык быть лучшим и самым старшим, но там я внезапно стал худшим и самым младшим, вспоминал Роджер. К тому же и тренировки, и школьные занятия проводились на французском, а он его фактически не знал. Особенно Роджера раздражало, когда его называли на французский манер «Роже». Из-за этих обстоятельств он все время тосковал по жизни в Базель и даже несколько раз намеревался покинуть академию. Его мать позже упоминала, что это был один из самых сложных периодов его жизни. По ее мнению, когда он научился принимать важные решения самостоятельно. Правда, когда Федерер не участвовал в турнирах, то всегда на выходные приезжал домой к друзьям и семье. Тренировочным процессом в центре руководили Кристоф Фрейс и Пьер Паганини, отвечающие за физическую подготовку. Именно с последним Федерера на долгие годы связала судьба. Если техника у Роджера была практически безупречной, то силы, выносливости и умения передвигаться по корту ему не хватало, и благодаря Паганини все эти качества со временем он приобрел. Первый международный успех был отмечен на престижном Оранж Боул в Ки-Бискайне, остров, который расположен в нескольких минутах езды от Майами, где Федерер вышел в четвертьфинал.
В 1996 году молодой Федерер выиграл очередные национальные титулы уже в категории 16 лет. Кроме того, он стал победителем в составе команды All Boys Tennis Club чемпионата Швейцарии среди клубов. Этот год еще замечателен тем, что в начале сентября в рамках молодежного Кубка мира он встретился в Базеле с австралийцем Лейтоном Хьюитом, первым из соперников будущих звезд ATP. Это был тяжелый трехсетовый матч 4-6, 7-6, 6-4, в котором одержал победу Федерер. За игрой наблюдал швейцарский журналист Рене Штауфер, который был восхищен игрой соотечественника и впоследствии стал его биографом. За этот год Федерер сыграл 5 юношеских турниров в Швейцарии, США, Мексике, Коста-Рике. Исходя из его успехов, Swiss Tennis приняли решение выплачивать ему спортивную стипендию. Год заканчивает с 86-м рейтингом игрока теннисной лиги Швейцарии. Его значительный рывок с точки зрения результатов выступлений произошел между осенью 96 и весной 97 года. В этом же году Swiss Tennis открывает швейцарскую академию тенниса в Беле и группу, занимающуюся по программе «Теннисные этюды» в Кубленце, переводят в Биль. Там Федерера снова начинает тренировать Питер Картер. Курировал тренировочный процесс шведский специалист 31-летний Питер Лундгрен, который перед этим закончил свое сотрудничество с известным чилийцем Марсело Риосом. Роджер завершает обязательное 9-летнее школьное образование и больше не утруждает себя повышением своей образованности, кроме изучения иностранных языков. Этот год стал последним в его выступлениях на внутренних юниорских турнирах. Он выигрывает зимние, летние, юношеские чемпионаты Швейцарии, выезжает на несколько турниров в Венесуэлу, Италию, США, выигрывает один в Прато, Италия, и там же занимает второе место в паре с японцем Джуном Като. Среди соперников, ставших в дальнейшем профессионалами, в его копилке значатся победы на юниорском чемпионате Италии 6-2, 4-6, 6-2, над чилийцем Николасом Масу, который на 2 года старше его. В сентябре Федерер впервые вошел в компьютерный рейтинг ETF под номером 803, а год закончил на 704 позиции. На перспективного швейцарца обращают внимание менеджеры чикагской компании Wilson, и он подписывает свой первый профессиональный контракт, вернее подписали его родители, так как он несовершеннолетний, на обеспечение теннисной экипировкой, хотя уже к этому времени Роджер играл в Wilson Pro Staff ракеткой своего нового кумира, американца Пита Сампроса. Для полноты его портрета тех лет можно привести воспоминания одного из его одногруппников по теннисным этюдам. Нам дали анкету, где надо было указать свои цели. Все написали когда-нибудь попасть в топ-100 или что-нибудь в этом роде. И только Роджер написал сначала войти в топ-10, а потом стать первой ракеткой мира. Нужно заметить, что Роджер всегда был амбициозным, но никогда высокомерным. И сегодня мы узнали о Роджере, каким он был в детстве. В следующей главе мы познакомимся с ним в юности и узнаем о нем еще больше. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до встречи. Пока.